я хотела, мечтала о семье. Паралимпийских игр бронзовая и серебряная медаль. Маленькая хрупкая девочка, но с таким сильным характером. Мне просто врачи говорили, что я ходить не буду. Это был специализированный детский дом для инвалидов. Исполнили мечту ребенка. Я ползала на инвалидной коляске. Она была 1,30 м и 33 килограмма. Я до сих пор мечтаю стать паралимпийской чемпионкой. Надо побеждать. Надо участвовать. Здравствуйте, меня зовут Галина Теряева. Вы на неравнодушном канале. У меня в руках медали паралимпийской чемпионки по настольному теннису Маляк Алиевой. Сейчас вы ее видите на экране. Маляк с 2 до 14 лет прожила в детском доме. Она не могла ходить и передвигалась в инвалидном кресле. Но в 14 лет произошло чудо. Ее и ее 4 сестер забрала к себе семья Князевых. Маляк перенесла множество операций, встала с инвалидного кресла и начала заниматься спортом. И сейчас она готовится к Паралимпиаде, которая состоится в августе 2024 года в Париже. Ее историю успеха слушайте прямо сейчас. Врачи говорили, что я не буду ходить. У меня искривление позвоночника, вывих тазобедренных суставов, грыжа в крестцовом поясничном отделе. Но примерно, я помню, что где-то до 7-6 лет я не ходила, но потом мне нянечки помогли, поставили меня на ноги. Я помню детский дом, дом малютки в детстве помню, много детей, нянечек, воспитателей, учителей. В детский дом я попала в 2 года, от меня отказалась мама. Принесла туда, в дом малютки. И вот так вот пошла моя жизнь. Прошла, практически моя жизнь там до 14 лет. Маляка очень хотела найти свою семью, чтобы ее забрали. Она написала письмо Деду Морозу. Но в это время написала же такое письмо ее сестра Эльвира. Эльвире было 9 лет. Они в одном детстве? Нет, Эльвира уже была в моей семье. И она рассказала мне о том, что хочет встретиться со своей старшей сестренкой, чтобы она на Новый год приехала к нам. Да. Мы разыскали ее, взяли разрешение, привезли домой, исполнили мечту ребенка. Этот Новый год мы были все вместе. Это были ощущения непередаваемые. Так как у нас еще родилась 5-я сестренка Маруся. Их сестренка маленькая. Мы ее забрали, Марусю. Так что мы в этот Новый год соединили 5 родных сердец. Все 5 девочек оказались у нас. Татьяна, какая вы мама. Просто. Это такое было счастье. Видеть глаза детей радостными, счастливыми. Я тогда для себя поняла, что во что бы то ни стало, все девчонки будут жить в одной семье. Потому что мы вместе, мы сила, мы справимся. Татьяна, их 5. Их 5. То есть это не просто взять одного ребенка, а сразу 5 девочек. Да, это же нужно решимости. Причем у 4 инвалидность. Я знаю, что ты очень хотела в семью, когда жила в детском доме. Это правда или нет? Да, я хотела, мечтала о семье. На тот момент я уже довольно взрослая была, подростком. И я мечтала, чтобы у меня была семья хотя бы приемная. Но Господь меня услышал, наверное, и послал мне семью приемную. Скажи, а ты была в обычном детском доме или это какой-то специализированный детский дом для детей-инвалидов? Это был специализированный детский дом для инвалидов. Как тебя нашла мама? И расскажи, пожалуйста, о своей первой встрече с приемной мамой. Да, я эту первую встречу очень хорошо помню. Все началось с письма. Они мне прислали письмо, номер телефона, где был написан. И написали, что мы приедем. Я, конечно же, им обратно отправила письмо. Или позвонила, я точно не помню. Наверное, позвонила и сказала, что у нас будет елка, и детей всех отпускают на зимние каникулы на 3 недели. И мы с ней созвонились. Она сказала, что она приедет. Приехала ко мне на елку, детский дом. Так. Забрала, когда она меня увидела, она сказала: какая же ты красивая.
Вот это я помню очень хорошо. Скажи, как у тебя сложились отношения и с мамой, и с папой? Насколько тебе было там тепло, комфортно, уютно? Понимали ли тебя родители? Ну, они же меня забрали, я уже подростком была. Подросток, да, ты уже сформировавшаяся личность, по сути. Ну, по-разному было. И ругалась, и ругались, и мирились, и обнимались. По-разному все было. Ну, я так понимаю, это вообще такая девочка с характером. Мама тоже говорила, что говорит, если Маляк Ну, что-то захотела, ну, то я- она делает. Да, я настырная, я хоть и скромная иногда бываю. Вот. Ну, зачастую. Внешне скажешь, что я скромная, но если я что-то хочу, то меня никто не остановит. Вот какая. Вот поэтому ты чемпионка, понимаешь? Все зависит от моего желания. Мне просто врачи говорили, что я ходить не буду, но так получилось, можно сказать, это как-то случайно получилось, что меня нянечка научила ходить. И не знаю. А как Я она, просто а как она, Каждая ситуация разная. а как она тебя учила ходить? Ну вот ты ребеночек, сидишь там много лет в коляске. Я прям помню этот момент, прям, когда она меня учила. Я, вот, знаете, лица нянечки самой не запомнила. Вот. Но я помню, что она меня учила ходить. Как бы сначала по стеночкам вот я просто передвигалась. Потом какие-то палки она мне давала, за которые я просто держалась и шла. Вот. Потом, когда уже я вот стабильно начала ходить, я помню, мне говорили, покажи, как ты умеешь ходить. Ну, удивлялись, и я вот стеснялась, что я научилась ходить. И иногда все равно пыталась ползать там, я не знаю, на коляску садиться. То есть долгое время ты ползала, да? И у тебя была коляска инвалидная. Да, я ползала на инвалидной коляске, да. Не ходила. У меня одна нога короче другой. И чтобы не было хромоты, я даю обувь нарастить подошву. Ну, вот так вот я каждый день выхожу на тренировку. Тренировки у меня каждый день с понедельника по пятницу. Заканчивается где-то в 9 часу. Прихожу домой примерно 8:30. Потом отдыхаю, кушаю, принимаю душ и начинаю смотреть сериалы. Маляк, я знаю, что у тебя много сестер. Сколько? Расскажи. У меня было 4 сестры. Да. Одна умерла. Угу. Ты про Надюшу сейчас говоришь, да? Да, мы с ней встречались 2 года назад, когда я снимала вашу семью, и она мне тогда подарила икону Николая Чудотворца. Я когда приехала к Татьяне, и она меня встретила первой, Надя, и принесла мне эту икону. И я ее... Она очень-очень добрая девочка была. Она очень хотела быть похожей на тебя, и поэтому она занималась тоже настольным теннисом, и, конечно, ты для нее была примером. Царствие небесное, Маляк, ну, пути Господни неисповедимы, поэтому мы не знаем, как и где, да, это случится. Вы не представляете, я как-то зашла в спальню, у них у каждого своя кровать. А они спали все на полу. Вы представляете, они взяли подушки, одеяло, постелили на полу, и все вместе спали. Я долго стояла и думала, ну какое же это счастье видеть вас всех вместе, в одной семье, в одних родителей. А что это было за желание такое? Ой, я человек такой решительный. Я так подумала, что если не я, то кто же? Потому что я нужна была этим детям, как никто. Татьяна, какой была Маляка? Давайте вспомним, какой вы ее забрали. Вот что она из себя... Я до сих пор помню ее вес, Какой рост. Она была 1,30 м и 33 килограмма. Да. 14 лет. 14 лет. Маленькая, хрупкая девочка, но с таким сильным характером. Вот это, наверное, ее характер и привел нас вот ко всем нашим победам.
Посмотрите, что у меня в руках. Это подарочный бокс от бренда FOMATES. Давайте посмотрим, что в нем лежит. Итак, спортивный костюм, футболка, шопер, крабик для волос и наклейки. Костюмы от этого бренда очень удобные. Они выполнены из 100% хлопка. У меня уже собралась целая коллекция разных цветов. Я вам, друзья, от всей души рекомендую этот бренд, потому что ношу его сама. Эти костюмы можно купить на Озон и Wildberries. И вообще такой бокс – это прекрасный подарок в преддверии огромного количества праздников, которые нам предстоят. По моему промокоду вы сможете купить эти костюмы на Озон. Оставляю промокод и ссылку в описании. Татьяна, неужели это правда? Вот эти все медали завоеваны Малякой. Нет, это только малая часть этих медалей. У нас их очень много. То есть это еще не все? Это еще не все. Это только те, которые, наверное, достались мне, которые я сохранила. А это что за награда? Это медали, это с чемпионата Европы. Это Япония, Китай, Италия, где занимались вот именно... Это что за медали? Это медаль, золотая медаль. Первое место Китай, Япония и Италия, серебро. Так что они очень для меня дороги. Потому что те переживания, какие я переживала здесь, а она там, мы, наверное, были вместе, едины во всем. Мой посыл... Очень много молитв было прочитано в то время, когда она была там. Она знала, что мама молится. Мама молится, да. Когда ты начала заниматься спортом? Скажи, пожалуйста, с какого момента ты начала заниматься спортом? Вот я так понимаю, девочка, которая плохо ходит, но о каком спорте может идти речь? Ну, меня, когда мама забрала, приемная, этим же летом ко мне пришел тренер Мухортов Алексей Васильевич в городе Ершове. Вот. Он просто набирал детишек, собирал по всему городу детишек с ограниченными возможностями. И он узнал, что вот в городе появилась еще одна девочка, и он пришел ко мне домой. Я прям очень хорошо это помню. Возле калитки мы с ним разговаривали. И он пригласил меня вот в нашу спортивную школу РИФ. Вот. Ну, можно сказать, оттуда все у меня и началось. Но я ходила просто как на секцию. Я занималась дартсом, теннисом. Ух ты! Да. Разгибание руку пори лежа тоже делала. Ну, как бы все это как секция была для меня. Вот. Мне очень нравилось туда ходить. Вот. Ну, а потом у нас были областные соревнования уже в будущем. И я участвовала в этих соревнованиях. Тут меня уже увидел именно тренер по настольному теннису. Кирпичников Николай Николаевич. Вот, пригласил, но мне тогда было где-то лет 15-16. То есть твой талант рассмотрел, я так понимаю, Николай Николаевич, да? То есть он увидел? Ну, по сути, да. Он увидел, что ты можешь чего-то добиваться. Но я могу. Ты можешь... Да, ну, потенциал, да, увидел. Родилась Малика у нас в Азербайджане. Девочка такая вот, вы знаете, светлая. Светлая. Никогда никого не обвиняла ни в чем. Она приняла себя такой, какая она есть. Она до сих пор не обижается на маму. Она благодарна мне. Вот это вот ее любовь, наверное, светлость, доброта, милосердие, вера в Бога, наверное, сыграли нам большую роль. Ну, то есть вы увидели, что у нее есть спортивные задатки? Увидел тренера и сказал, эта девочка должна быть в нашей команде. Что это был за тренер? Кто это этот тренер Алексей Васильевич Мухортов. Я до сих пор благодарна этому человеку, который пришел сам к нам домой, позвал нас и сказал, что не надо ничего бояться, что там такие детки занимаются. И действительно, открытие школы вот этой начиналось действительно вот с наших ребят. Я в эту школу привела сразу 3 девочек. Чем они занимались? Это какие виды спорта? Они занимались. Надя у нас и легкой атлетикой занималась, и плаванием, и лыжами. И начала потом теннисом.
Вы понимаете? Алина была маленькая, но она была активный зритель. Для нее было переживание, что выступают ее сестры. Она так хлопала. Вы не представляете. А мы с папой сидели, наблюдали за всеми тренировками, за всеми соревнованиями. Мы ездили везде вместе. Мы ездили вместе, да. В 2019 году она поступила учиться на швею. Спортивная школа города Саратова к Николаю Николаевичу Кирпичникову. Он ее увидел еще тогда, когда она с Алексеем Васильевичем приезжала на соревнования. Он обратил на это внимание, что у девчонки такой стальной характер, какая подача. Но тогда-то это любительский спорт. И тогда он начал переделывать ход игры на свой профессиональный уровень. Я ему очень благодарна, Николаю Николаевичу, за то, что он рассмотрел в ней и довел до такого уровня. Все-таки многого можно научиться у нашей Маляк. Вот многому. Ее, наверное, вот эта жизнь такая светлая, добрая, такая милосердная, помогать другим. Это же ее самое первое призвание. Быть в обществе с такими же ребятами. Алиева Маляк, она пришла ко мне уже как бы чуть-чуть играла там где-то у себя в деревне. Конечно, очень слабенько, неправильно. То есть мы ей поменяли всю игру. И ракетку другую сделали, короче, под ее игры. И всю игру, короче, поменяли полностью. Вот она сразу поняла, что она может, ну, как бы добиться и спортивным, и в материальном успехов в своей жизни, и может обеспечить себе как бы неплохую жизнь в дальнейшем, как оно и случилось. И поэтому она старалась все делать то, что я говорил. Поэтому как бы быстро очень добились. Чемпионка России она стала, потом дальше Европу выиграла. Ну и на Паралимпиаде второе место она заняла в личном. В принципе, с ней легко работать. То есть она старается выполнять то, что я говорю. И на турнирах, и на тренировках. Привет, мам, как дела? Дела, слава богу, хорошо. Как дети, как сестренки? Девчонки молодцы, замечательные. Маруся сегодня на лыжах, Данил на теннисе, Алина со мной сейчас. Все хорошо. Ты как в Москву съездила? Я хорошо съездила, прошла всех врачей. Утром только приехала, да? Да, утром приехала. Ну, слава богу, все прошла. Да. Теперь тренировки. Да, теперь тренировки. То есть ты уже стала, можно сказать, самостоятельным человеком? Ну да, я с 19 лет самостоятельно живу сама в Саратове одна. Угу. А расскажи, пожалуйста, как ты получила квартиру в Саратове? Это очень интересно. Вот я так понимаю, это же произошло после Паралимпиады, после того, как ты стала победителем? Да, я сыграла на Паралимпийских играх. Нам выплатили деньги. И я на эти деньги купила квартиру. Здорово. То есть ты сейчас живешь в Саратове и тренируешься там же? Да, вся моя жизнь в Саратове происходит. Почему, Малик, скажи, почему теннис? Почему именно настольный теннис? Ну, в теннис, вообще я заинтересовалась теннисом еще в детском доме, но меня не брали. Там брали более по здоровью детей, которые могли. Вот. А меня как-то не брали. Вот. А уже когда приехала в Ершов, там я уже занималась теннисом, и я поняла, что мне нравится этот вид спорта. И, конечно, я занималась с любовью. Ну, я просто не могу не заниматься, если мне не нравится. Вернее, не могу заниматься, если мне не нравится. Скажи, что предполагает этот вид спорта? Выносливость, не знаю, там упрямство, сила рук, что какие качества? Там все. Там все. Там и ум нужен, потому что нужно знать вращение мяча и как его принять. Техника должна быть отработана, чтобы это было стабильно. Вот. ОФП должно быть обязательно, чтобы была выносливость. Там очень
Его же признали в том году самым сложным видом спорта. А это вот наша доска почета. Тут висят лучшие спортсмены нашей спортшколы. Тут есть и моя фотография. Хоть она мне не очень нравится, но мне приятно тут висеть. Когда я пришла в настольный теннис, я не все мячи доставала, рост мой не позволял. И тогда тренер придумал для меня выход нарастить подошву. Ну и с тех пор я играю на такой обуви. Есть свои плюсы и минусы. И плюсы то, что я все стала доставать. Минусы, конечно, немножечко на здоровье. Расскажи, пожалуйста, как ты попала на Паралимпиаду? Вообще, Маляк, прежде чем попасть на Паралимпиаду, ты что должна была пройти? Какие этапы, какие соревнования? Раз в 4 же года проходит Паралимпиада. Вот. Мы начинаем ездить на различные международные соревнования, набираем рейтинг, потому что перед Паралимпиадой у нас проходит отбор, чемпионы континентов туда попадают. Вот. Потом по рейтингу. Потом квоту дают, и есть отборочный турнир дополнительный для тех, кто еще не попал. Вот. Лично я попала как чемпион континента. Так получилось случайно, что я выиграла чемпионат Европы. Неожиданно даже для меня было. Так звучит интересно. Случайно выиграла чемпионат Европы. Ну, потому что я не ожидала. Я знала, что я буду в тройке, но я не думала, что именно первая буду. Просто у меня там соперницы сильные есть, у которых, допустим, перед чемпионатом Европы я не выигрывала. Ну, то есть один раз, может быть, и все. А тут я просто встречаюсь с ней в полуфинале, выигрываю. И как бы финал тоже чуть ли уже не проигрывала. И вот получилось, что я попала как чемпион континента. Но ты ее, может быть, психологически выиграла, да, в тот момент? Ну да, я была очень спокойна, даже когда у нас же до 3 побед, и я уже 2-0 летела, и я такая думаю, ну, 2 место, это тоже неплохо. Так. То есть во время игры я об этом думаю. Вот. И потом, представляете, вот просто, я не знаю, будто бы не я играла, моя рука как будто отдельно, я отдельно, то есть все получалось, просто все. И, конечно, я думаю, что моя соперница в финале думала, что она уже все первая. Тут... И ты получаешь золотую медаль, правильно? Да, я золотую. И как чемпион континента я попадаю на Паралимпийские игры. Ну, помимо вот, чемпиона континента, я еще должна съездить там, допустим, сделать нужно 4 или 6 поездок, я сейчас точно не помню. Ну, моя соперница в финале, она тоже попала по рейтингу. То есть для этого очень важен рейтинг. Допустим, если ты не станешь чемпионом континента, то ты хотя бы по рейтингу можешь попасть. Расскажи, как проходила Паралимпиада. Ну, Паралимпиада сложно проходила для меня. Ну, во-первых, у нас вот сборы были в Южно-Сахалинске. Вот. И, спортивные перед Паралимпийскими играми. И вот эта разница во времени для меня очень тяжело так было. Вот. Потом, когда уже в Японию прилетели, тоже. Наверное, больше психологически. Все равно я брала на себя какую-то ответственность, что от меня ждут медали, ждут 1 место. И вот, 1 место не получилось, но я... Тяжело было от того, что нужно было оправдать ожидания всех, да? Ну да, скорее всего так. Угу. А расскажи, пожалуйста, почему все-таки не получилось получить золотую медаль? Потому что я знаю, что ты хотела получить золотую медаль, но что-то пошло не так. Наверное, я больше психологически не смогла настроиться. Я вышла, и, знаете, и получилось так, что вот эта соперница, самая сильная у нас, она 2-разды чемпионка мира, 3-жды бронзовый призер чемпионата Европы, и сейчас вот стала чемпионкой Европы. Вот. Сейчас вот попала она на Паралимпийские игры как чемпион континента, который в Париже будут проходить. Да. Вот. Она очень сильный игрок, и даже не из-за этого, наверное, скорее всего, больше. Я даже вот не могу это описать, потому что я вышла, и я просто не могла справиться с собой психологически.
Мгм. То есть волнение было такое. Да, волнение. Ну и плюс мы 1,5 года никуда не ездили из-за пандемии. И тут сразу такие серьезные соревнования. Было очень тяжело играть. У нее все-таки опыта побольше в этом плане. Она уже на Паралимпиаде 2 раза была. Маляк, вот этот момент, когда тебе вручают серебряную медаль, вот что ты чувствовала? Чувство гордости, наверное. Ну да, чувство гордости, но все равно в тот момент я была все равно расстроена. Что не завоевала золотую Что медаль. я не стала, что я не первая была, да. Я как-то так стояла, можно сказать, грустная на Мгм. пьедестале. Вот. Но потом уже, конечно, я думала, все, что не делается, все к лучшему. Татьяна, ее называют, в одной статье я прочитала, «стальной ангел». Стальной характер. Из-за этого, то, Из-за что этого. напористость вот это. Вы знаете, как-то она мне с одних соревнований, приехав и сказать: мам, знаешь, я почему победила у олимпийской чемпионки? Я, говорит, ее убила своим спокойствием. Я довела ее до такого состояния, что у нее был нервный срыв. А я играла и наслаждалась. Вот этот ее ход игры заметили все. Как может такая маленькая, хрупкая девочка, ведь же по росту она чуть выше теннисного стола. Вот действительно, я когда наблюдала за ее игрой, она вот никого не слышала. Она играла именно вот любя. Вот именно любя, наслаждаясь игрой. Именно играть, не побеждать. Ну, наверное, вот этот настрой, всегда мы говорили, ну и что, ничего не получается, ну и что мы ничего не выиграли. Но мы же приняли участие, главное участие. Главное, что у тебя такая группа поддержки. Мы после каждой победы ждали ее дома. Саратовских паралимпийцев теперь знает весь мир. Денис Тарасов, Юлия Шишова, Сергей Сафин, Маляк Алиева и Сергей Малышев. В общей сложности на Паралимпиаде они завоевали 8 медалей. 1 золотую, 2 серебряных и 5 бронзовых. После триумфа в Токио им пришлось немного задержаться в столице. В Кремле спортсменов лично поздравил президент. Здесь же дома их встретили самые близкие. Вот как ты считаешь, все-таки твой успех — это в большей степени твоя заслуга? Или это, не знаю, там, заслуга твоего окружения, мамы, тренеров, еще чего-то, не знаю. Тут все вместе, наверное. Но, наверное, в большинстве, наверное, все-таки это моя, потому что должна быть сила воли, а ты не должен унывать, даже если не получается, не останавливаться. Вот. Ну и, конечно, тренера моего, которого тоже терпение было. Но подготовить паралимпийские игры, конечно, очень сложно. Во-первых, классификатора у нас нет в России. С международным, чтобы поставить международный класс, у нас такого нет вообще. То есть нужно обязательно выехать за рубеж. Это стоит, конечно, немалых денег и очень накладно для организации. Хоть даже будь ты чемпионом России, то есть не очень-то поедешь куда-то. Вот. Все мои спортсмены практически первые разы ездили за счет школы. Вот, получаем класс, потом уже дальше идет развитие. И класс может меняться, потому что сначала как бы нам иностранные международники не очень верите. И почти все моим спортсменам давали сразу более высокий класс. Я раньше мечтала стать паралимпийской чемпионкой. Но так как эта мечта не осуществилась, я до сих пор мечтаю стать паралимпийской чемпионкой. Ну и еще мечтаю создать свою семью. У тебя сейчас очень сложный период, я так понимаю, то есть период подготовки к Паралимпиаде. Осталось совсем немного времени. Скажи, пожалуйста, когда она состоится и где? Она состоится, Паралимпиада состоится в Париже, но пока неизвестно, попадем мы туда или нет, потому что для нас были границы закрыты для России. Вот. И как бы вроде бы начинаются выезды наши в первый раз за границу. Вот вроде мы в марте собираемся в Казахстан на международные
потом в Италию. Вот. Но как бы пока собираемся, тренируемся, там мы не знаем, что будет, потому что у нас, то есть мы не в недоумении еще пока. Не понимаем, будет, не будет. Будем мы там участвовать, не будем. Но готовишься ты в полном объеме, правильно? Мы все равно, конечно, готовимся, потому что если нас допустят, то мы должны же быть в форме. Конечно. Скажи, вот как не упасть духом, когда ты не понимаешь, будет Паралимпиада, не будешь? То есть представляешь, ты столько сил отдаешь, а в конце концов может ничего не случиться. Ну, тяжеловато, потому что вот мы привыкли ездить, и тренируемся же для того, чтобы показывать результаты. А тут ты никуда не ездишь, и немножечко так бывает, руки опускаются, и как бы уже не хочется. Вот. Но теннис я все равно люблю. Как бы даже если бы мы никуда не ездили, я все равно бы тренировалась, но просто для себя. Потому что я играла бы. Малек, скажи, пожалуйста, какие медали, какие награды для тебя самые дорогие? И насколько у тебя их много? У меня их много, но я их не считала. Я вижу, что у тебя там целая коробка медалей. Самые дорогие — это вот с Паралимпийских игр бронзовая и серебряная медаль. Скажи, пожалуйста, как они выглядят? Так интересно. Вот. Это серебряная медаль, да, в личном зачете. И есть еще бронзовая медаль. Это мы в команде с девочками заняли 3-е место. Были столько вопросов от ребят. Как? Что ты почувствовала, когда выиграла? Да. Что ты собираешься дальше делать? Ведь же судьба многих паралимпийских чемпионов, кто-то оставил этот спорт, да, кто-то дальше идет. Но я всегда говорю, надо побеждать, надо участвовать, надо не останавливаться на достигнутом. Поэтому только удачи, победы ей. И пусть будет моя девочка счастлива. Что нужно для того, чтобы победить? Нужно много работать. То есть нельзя сидеть и что-то хотеть. Нужно обязательно работать, и тогда будет. Ну и, конечно, большое желание. Вот какие напутственные слова бы ты сказала своей сборной? Несмотря на то, что ты не знаешь, поедете вы в Париж на Паралимпиаду или нет, но что бы ты пожелала своей команде? Я желаю своей команде не падать духом и не бросать тренировки, тренироваться. В любом случае, это и для них будет хорошо, и для здоровья. Ну и не отчаиваться, если вдруг даже и не поедем. Я очень надеюсь, что Маляк и наша российская паралимпийская сборная обязательно примет участие в Паралимпийских играх в Париже этим летом. И обязательно Маляк займет призовое место. Ну а мы с вами будем за нее болеть. И я вам обещаю, если она станет победителем, то я обязательно сниму продолжение этого фильма. Если вам понравилась эта история, ставьте лайки, пишите свои комментарии. И оставайтесь такими же неравнодушными.